Привет! Готовитесь к новым главам о Хань Ли. Давайте-ка быстро вспомним, на чем мы остановились. Итак, Хань Ли только что совершил, просто огромный скачок в своей культивации. Но, как это бывает, такой успех принес с собой и большую проблему. Опасную тайну, которую теперь нужно скрывать. Во-первых, его прогресс в освоении техники, связанной со временем, оказался, аномально быстрым. Слишком быстрым, понимаете? И он выяснил, что все дело в его таинственном артефакте, той самой маленькой бутылочке, что ускоряет рост трав. Оказывается, между его силой и этим артефактом есть прямая тайная связь. Во-вторых, чтобы спрятать свой главный козырь, вот эту самую силу времени, Хань Ли находит просто гениальный выход. Он, по сути, создает поддельную основу своей силы, которая имитирует владение законами воды. Это, знаете, идеальная маскировка. Она объясняет его растущую мощь, но скрывает самый главный секрет. И, наконец, ему же надо как-то вписаться, быть как все. Чтобы заработать очки заслуг, он берется за задание. Ему и еще 9 мастерам меча нужно помочь улучшить могущественный артефакт. Но перед этим, конечно же, испытание. Прямо на глазах у всех, включая одного очень сильного соперника, ему надо доказать, на что он способен, подняв в воздух особый каменный меч. И вот главный вопрос. Как ему пройти это испытание, показав столько силы, чтобы его взяли, но при этом ни в коем случае не выдать свой настоящий, невероятно опасный секрет? А теперь слушаем дальше. Глава 206. Сдержанность. После того, как 8-й участник завершил испытание, на его место вышла обольстительная фигура. Это была прекрасная женщина в белом одеянии с чрезвычайно привлекательной фигурой, но выражение ее лица было холодным, как лед. Она начала читать заклинание, складывая пальцы в замысловатой манере, и лучи белого света, подобно текучей воде, разлились по ее телу, образуя вращающийся шар света. В следующее мгновение она резко сменила ручную печать, и шар света разделился на 3 части, устремившись к 3 каменным мечам. Все присутствующие были удивлены таким подходом и с напряжением наблюдали, сможет ли она поднять 3 меча одновременно. Ослепительный белый свет окутывал женщину, пока она быстро читала заклинание, мелькая пальцами в молниеносных ручных печатях. Вокруг каждого меча возник белый ореол, обвивая их лезвие, словно пытаясь оторвать от земли. 3 каменных меча задрожали в унисон, и казалось, что они вот-вот взлетят в воздух. Однако тут же узоры на поверхности мечей начали излучать ослепительный черный свет, который, подобно острым клинкам, пронзал окружающий белый свет. 3 белых ореола замерцали, но выдержали атаку и медленно подняли мечи над землей, к изумлению всех присутствующих. Наконец-то кому-то удалось подчинить себе 3 каменных меча одновременно. Хань Ли также был впечатлен. Он узнал эту женщину, она была одной из пришедших старейшин. В результате все, кто выражал изумление и одобрение, были бывшими странствующими культиваторами, в то время как местные старейшины были далеко не в восторге. Вместо этого они чувствовали, что их превосходят, и это было неприятное ощущение. 3 меча явно были пределом для женщины в белом, но она все же попыталась подчинить себе 4-й. Однако, как только 4-й белый ореол появился вокруг 4-го меча, все 4 каменных клинка снова начали резонировать, испуская черный свет, который был гораздо ярче, чем прежде, и с легкостью разорвал белые ореолы. 3 каменных меча, объявил Сюн Шань с легким кивком. Женщина тихо вздохнула с облегчением и отошла от мечей. Испытание продолжилось, и, вдохновленные примером женщины в белом, последующие старейшины демонстрировали все лучшие и лучшие результаты. Из следующей дюжины старейшин 3 смогли подчинить себе 3 меча, один из них был пришедшим, а 2 других — из противоборствующей фракции местных старейшин. Несмотря на то, что это было всего лишь испытание, обе стороны воспринимали его как соревнование, но вели себя более сдержанно, чем могли бы, если бы Сюн Шань не присутствовал. Они лишь тихо выражали похвалу и поддержку членам своих фракций. На данный момент силы обеих фракций были равны. Сюн Шань знал о происходящем соревновании, но ему было все равно, какая сторона победит. Внезапно Ци Ляна осенило, и он закрыл глаза, словно его посетило просветление. Через несколько мгновений он резко открыл глаза, и на его лице появилось взволнованное выражение. Наблюдая за происходящим до этого момента и приняв к сведению тонкие советы Хань Ли, он был уверен, что сможет поднять 3 каменных меча. Хань Ли многозначительно взглянул на Ци Ляна, а затем предостерег его голосовой передачей. 3 мечей может быть недостаточно, чтобы гарантировать твой выбор. Если ты хочешь быть уверенным, что займешь место, тебе придется сделать больше. Я это прекрасно понимаю, но починить себе 4 каменных меча слишком сложно.
Учитывая мой нынешний уровень владения мечом, я не смогу этого сделать, даже если буду усердно совершенствоваться еще 1000 лет, ответил Целиан с кривой улыбкой. Тебе не нужно поднимать 4-й меч по-настоящему. Все, что тебе нужно сделать, это использовать некоторые хитрости, чтобы продемонстрировать результат лучше, чем у других старейшин с 3 мечами, сказал Хань Ли, давая Целиану еще один важный совет. Глаза Целиана сразу загорелись, услышав это, и он снова погрузился в раздумье. Пока они разговаривали, большинство старейшин уже прошли испытание. К этому моменту количество старейшин, способных контролировать 3 меча, достигло 7, 4 из которых были местными, а 3 — пришедшими. Местные старейшины, естественно, были очень довольны этим и смотрели на противоборствующую фракцию с насмешкой в глазах, в то время как пришедшие старейшины явно были не в восторге. До этого момента никому не удавалось починить себе 4 каменных меча. Похоже, в этом наборе каменных мечей есть что-то большее, чем кажется на первый взгляд заместитель лорда Даосюн. «Позвольте мне попробовать», — сказал Чжу Фэн, внезапно шагнув вперед и сложив кулак в приветствии Сюншаню. Сюншань явно демонстрировал иное отношение к Чжу Фэну по сравнению с другими старейшинами, и в его голосе прозвучал намек на предвкушение, когда он сказал: «Я не забрел эти каменные мечи». Это особый вид сокровищ, который ранее использовался широко известной сектой Безграничного Меча из Северного Ледникового региона Бессмертных для оценки уровня владения мечом ее членов. Мне удалось получить их случайно, и я приложил немало усилий, чтобы усовершенствовать их. Говорят, что только те, кто достиг вершины мастерства владения мечом, смогут контролировать все 10 мечей одновременно. У тебя хороший уровень владения мечом, попробуй и посмотри, сможешь ли ты достичь уровня 4 мечей. Я сделаю все возможное, почтительно ответил Чжу Фэн. Сердце Хань Ли слегка вздрогнуло, когда он услышал упоминание о секте Безграничного Меча. Из своих прошлых чтений он узнал, что это была древняя секта культиваторов меча, которая ставила путь меча превыше всего и была ярым сторонником идеи, что одного меча достаточно, чтобы победить даже самого грозного противника. Особенностью этой секты было то, что в ней было крайне мало членов, никогда не превышающих 10 человек одновременно, что делало ее очень таинственной организацией. Причиной, по которой секта была так известна, было то, что ее мастер секты, Даос Беспредельный, оставил после себя бесчисленные истории о легендарных победах по всему Северному Ледниковому региону Бессмертных. Однако по какой-то причине секта внезапно канула в лету более миллиона лет назад и к этому моменту полностью исчезла. Пока эти мысли проносились в голове Хань Ли, Чжу Фэн уже приступил к действию, и яркий голубой свет вырвался из его тела. Бесчисленные тонкие голубые нити выстрелили из его тела, волны голубого света распространились во всех направлениях, и весь пик небесного меча мгновенно окуталось невероятно острым порывом намерения меча. Все присутствующие чувствовали, будто бесчисленные крошечные лезвия пронзают и режут их кожу, а леденящее душу ощущение достигало самых глубин их сердец. Хань Ли, естественно, чувствовал это намерение меча не более чем легким весенним ветерком, но Целиан резко вздрогнул, очнувшись от своих мыслей, и в его глазах промелькнул гнев. Он был близок к тому, чтобы ухватиться за что-то после того, как получил советы от Хань Ли, но был прерван в самый ответственный момент. Целиан взглянул на происходящее перед ним, затем холодно фыркнул и снова закрыл глаза, продолжая медитировать. Тем временем Чжу Фэн складывал ручные печати, посылая бесчисленные голубые нити, которые пронеслись по воздуху, прежде чем ворваться в 3 каменных меча одновременно. 3 каменных меча задрожали в унисон, а затем медленно поднялись в воздух. Яркий черный свет вырвался из каменных мечей, пытаясь освободиться от голубых нитей, но нити были чрезвычайно прочными и оставались нетронутыми, несмотря на ожесточенное сопротивление. На лице Чжу Фэна появилось серьезное выражение, но он, похоже, не испытывал особого напряжения, и он открыл рот, чтобы выпустить еще один поток тонких голубых нитей, которые обвились вокруг 4-го каменного меча. 4 каменных меча засияли в унисон, и полосы черной ци меча вырвались наружу, яростно разрубая голубые нити. Большая часть голубых нитей меча была мгновенно разорвана, и лицо Чжу Фэна мгновенно побледнело, когда он издал приглушенный стон. В отличие от обычных нитей меча, эти нити были сформированы комбинацией его эссенциальной энергии и духовной силы. Следовательно, урон, нанесенный им, отражался прямо на его душе. Несмотря на то, что большая часть голубых нитей была разорвана, некоторые из них все еще упорно цеплялись, и в глазах Чжу Фэна промелькнул острый блеск, когда он издал громкий рык. Оставшиеся нити мгновенно начали излучать ослепительный голубой свет, прежде чем зацепиться за 4-й каменный меч, подняв его с земли в воздух. В следующее мгновение появились полосы черной ци меча, которые были еще более грозными, чем предыдущие, и с легкостью разорвали все оставшиеся голубые нити. Лицо Чжу Фэна еще больше побледнело, и он выплюнул полный рот крови, но на его лице появилось возбужденное выражение. Несмотря на то, что это было всего лишь на мгновение, ему действительно удалось подчинить себе 4 каменных меча. С каждым дополнительным каменным мечом сложность возрастает в 10 раз.
Несмотря на то, что это было довольно натянуто, ты достиг уровня 4 мечей, что уже довольно впечатляет, учитывая время, которое ты посвятил совершенствованию», — сказал Сюншань с одобрительным кивком. «Благодарю вас за доброе слово, заместитель лорда Даосюн», — сказал Чжу Фэн, с радостью сложив кулак в приветствии. «Следующий», — сказал Сюншань, пренебрежительно махнув рукой. Чжу Фэн отошел, прежде чем проглотить пилюлю, и его цвет лица быстро восстановился. Как только он отошел, его тут же окружили все остальные местные старейшины, которые осыпали его похвалами. В отличие от них, пришедшие старейшины выглядели отнюдь недовольными, чувствуя себя так, словно их обошли конкуренты. Испытание продолжилось, и осталось менее 10 старейшин. Однако, наблюдая за происходящим так долго, все оставшиеся старейшины выработали некоторое представление о том, как лучше всего провести испытание, и вскоре появились еще 3 старейшины, способные контролировать 3 меча, 2 из которых были из лагеря пришедших старейшин. Таким образом, у каждой стороны было по 5 старейшин с 3 мечами, но благодаря результату Чжу Фэна с 4 мечами местные старейшины имели явное преимущество. Выражение лица Цзэляна слегка омрачилось, когда он увидел это. Если он хотел быть выбранным, то ему нужно было превзойти результат с 3 мечами. Как раз в этот момент рядом с ним раздался голос Ханли: «Я пойду попробую, братцы. Учитывая твои силы, это испытание определенно не проблема для тебя. По возможности, пожалуйста, попробуй подчинить себе 4-й меч, чтобы показать этим старейшинам, на что мы способны», — ответил Цзэлян голосовой передачей. «Я сделаю все возможное», — сказал Ханли с кривой улыбкой. Затем он глубоко вздохнул, словно собираясь с духом, прежде чем шагнуть к каменным мечам. Наблюдая за происходящим до этого момента, он беспокоился не о том, что не сможет контролировать достаточное количество мечей, чтобы быть выбранным. Вместо этого он беспокоился о том, что привлечет слишком много внимания, если будет контролировать слишком много мечей. Перед лицом Сюншаня, который был на поздней стадии истинного бессмертного, он должен был проявлять сдержанность, чтобы не выделяться слишком сильно. Сюншань слегка опешил при виде Ханли, а затем в его глазах мелькнул проблеск узнавания. До этого он не замечал Ханли в толпе. Вспомнив о жалких способностях, которые Ханли продемонстрировал в роскошном дворце, Сюншань отвел взгляд с насмешливым выражением лица. Глава 207. 4-й каменный меч. Ханли слегка вдохнул, стоя перед каменными мечами, затем начал читать заклинание, складывая пальцы в ручные печати. Полосы лазурного духовного света, подобно мечам, вырвались наружу и мгновенно вонзились в первый каменный меч. Все пришедшие старейшины были разочарованы, увидев, что Ханли использует такой банальный подход, в то время как все местные старейшины смотрели на него с насмешкой на лицах. В их глазах Ханли повезет, если он сможет контролировать хотя бы один каменный меч с таким неуклюжим подходом. На самом деле, многие из старейшин уже отвернулись, потеряв интерес. Каменный меч окутался слоем лазурного света, а затем медленно поднялся в воздух. Он постоянно испускал черный свет, чтобы противостоять лазурному свету, но последний оставался непоколебимым, хотя и мерцал неравномерно. Увидев это, Ханли указал пальцем вперед. Из его кончика пальца вырвались новые полосы лазурного света меча, прежде чем исчезнуть во втором каменном мече. Второй каменный меч также окутался вспышкой лазурного света меча и медленно поднялся в воздух. Многие люди с удивлением в глазах повернулись к Ханли и, наконец, вернули свое внимание к продолжающемуся испытанию, осознав, что недооценили его. Лицо Ханли слегка побледнело после того, как он поднял 2 каменных меча, но он, похоже, совсем не напрягался. Неужели это будет еще один результат с 3 мечами? Подумали многие. Тем временем Цзэлян наблюдал с уверенной улыбкой. Он лучше всех присутствующих знал о мастерстве Ханли во владении мечом и понимал, что 3 меча определенно не проблема для него. Его беспокоило то, сможет ли Ханли поднять 4-й меч и утереть нос местным старейшинам. Ханли немного отдышался, а затем снова вытянул палец, посылая полосу лазурного света в 3-й каменный меч. После серии печати 3-й каменный меч также поднялся в воздух, но сделал это гораздо медленнее, чем первые 2, что указывало на то, что Ханли приближается к своему пределу. Это 3 меча. Хор удивленных голосов раздался со стороны старейшин обоих лагерей. Сюншань также был ошеломлен, увидев это, и в его глазах появился намек на интригу. По-видимому, несмотря на ужасные способности Ханли, он был мастером владения мечом. Черный свет, испускаемый 3 каменными мечами, заставлял лазурный свет мерцать неравномерно, и казалось, что он вот-вот рассеется. Лицо Ханли еще больше побледнело, а на лбу выступили крупные капли пота. Он быстро сложил серию ручных печатей, выпуская одну полосу лазурного света за другой, большая часть которых устремилась в первые 3 каменных меча, чтобы стабилизировать их, а остальные начали проникать в 4-й каменный меч. Удивление в глазах Сюншаня стало еще более заметным, а разговоры среди старейшин стали еще громче.
Даже брови Чжу Фэна слегка нахмурились, когда он увидел это. Ци Лян невольно сделал шаг вперед, напряженно глядя на четвертый каменный меч, словно это он проходил испытание, а не Хань Ли. Над четвертым каменным мечом появился слой ослепительного лазурного света, и все затаили дыхание. Четвертый каменный меч слегка задрожал, а затем перевернулся на земле и неустойчиво поднялся. Однако в следующее мгновение из всех 4 каменных мечей одновременно вырвался ослепительный черный свет, разрывая весь лазурный свет на части. 4 каменных меча упали обратно на землю, а Хань Ли издал приглушенный стон, когда из уголка его губ потекла кровь. Все присутствующие демонстрировали различные реакции на результат Хань Ли, включая ликование, разочарование, облегчение и удивление. Ци Лян опустил голову и глубоко вздохнул, а Чжу Фэн оставался невозмутимым, но взгляд его глаз явно выдавал облегчение. В глазах Сюн Шаня появилось задумчивое выражение, когда он кивнул и сказал: «Не думал, что у тебя такие выдающиеся способности во владении мечом. Ты недалеко от уровня 4 мечей. Благодарю вас за доброе слово, заместитель лорда Дао Сюн, мне еще далеко до этого уровня», — скромно ответил Хань Ли. «Довольно примечательно, что ты смог достичь такого уровня, будучи странствующим культиватором. Продолжай усердно совершенствоваться, чтобы не растратить свой талант», — похвалил Сюн Шань, что было для него не характерно. Хань Ли чувствовал, что это изменение в отношении Сюн Шаня к нему довольно странное, но все же кивнул в ответ. В глазах Чжу Фэна появилось мрачное выражение, но он быстро взял себя в руки. Хань Ли отошел от каменных мечей и сел на землю, скрестив ноги, а затем принял пилюлю стадии формирования ядра, которую он планировал подарить Мэн Юнгу и остальным, чтобы помочь им в восстановлении. Некоторые из пришедших старейшин хотели подойти к нему, чтобы завязать разговор, но, увидев это, отказались от этой идеи. Испытание продолжилось, и до этого момента Сюн Шань никого не выбрал, так что было ясно, что он ждет до конца. Осознав это, те, кто прошел испытание раньше, пожалели о своем решении. Возможно, результат для них был бы другим, если бы они понаблюдали подольше. Что касается тех, кто еще не участвовал в испытании, то все они были довольны тем, что продолжают наблюдать, поэтому никто не вышел на место Хань Ли. Выражение лица Сюн Шаня слегка омрачилось, когда он увидел это. Почему никто не выходит? Вы отказываетесь от права пройти испытание. В таком случае испытание завершается. Я пойду следующим, заместитель лорда Дао Сюн, объявил Ци Лян, затем глубоко вздохнул и шагнул к каменным мечам. В этот момент по телу Хань Ли пробежал слабый лазурный свет, создавая впечатление, что он сосредоточен на собственном восстановлении, но на самом деле он размышлял о своем выступлении. Эти каменные мечи действительно представляли собой уникальную задачу, и Хань Ли был уверен, что смог бы контролировать как минимум 5 мечей, если бы выложился по полной. Возможно, он мог бы даже бросить вызов 6-му мечу, но, к сожалению, не было возможности это узнать, и это оставляло у него чувство некоторой досады. Однако, внезапно ему в голову пришла мысль, и на его лице появилась едва заметная улыбка. Земля сильно задрожала, и 3 каменных меча рухнули обратно на землю. Лицо Ци Ляна сильно побледнело, но его глаза были полны ликования. Благодаря руководству Хань Ли он продемонстрировал превосходный результат, подняв 3 каменных меча, а затем сдвинув с места 4-й, так что он практически обеспечил себе одно из 10 доступных мест. Хань Ли незаметно кивнул в знак одобрения, увидев это. Он предложил Ци Ляну это руководство, чтобы отплатить ему за то, что тот выступил в качестве гида, который помог ему влиться в Дао Пылающего Дракона. 3 меча, объявил Сюн Шань с легким кивком. Вскоре все оставшиеся старейшины прошли испытание, но никто больше не смог контролировать 3 каменных меча после Ци Ляна. Хань Ли открыл глаза и встал на ноги. Из примерно 40 старейшин внутренней секты, взявшихся за эту миссию, в общей сложности 13 удалось контролировать 3 или более мечей. Среди них 6 были местными старейшинами, всего на одного меньше, чем в лагере пришедших старейшин, и Чжу Фэн был единственным, кому удалось контролировать 4 меча. Однако Хань Ли и Ци Лян смогли сдвинуть с места 4-й меч, так что, в конечном счете, силы 2 лагерей были равны. Во время прошлых состязаний между 2 фракциями местные старейшины всегда одерживали верх благодаря своим преимуществам во многих аспектах, таких как распределение ресурсов, поэтому этот результат, естественно, был чрезвычайно обнадеживающим для пришедших старейшин. Только тогда Сюн Шань медленно подошел к центру зала и обвел взглядом всех собравшихся старейшин. Те, кому удалось сдвинуть с места только 1 или 2 меча, знали, что у них нет шансов быть выбранными, поэтому они были довольно расслаблены, а выбор Чжу Фэна был очевиден. Следовательно, нервничали только те 20 человек, которым удалось сдвинуть с места 3 меча. После небольшой паузы Сюн Шань объявил: Чжу Фэн, Ли Фэюй, Ци Лян. Жень Ци. Вы 10 можете остаться, остальные могут идти. Из 10 выбранных 5 были местными старейшинами, а остальные 5 — пришедшими. Бородатый мужчина с фамилией Нань подошел к Хань Ли и Ци Ляну, а затем сложил кулак в приветствии, сказав:
Поздравляю, братли, братцы. Если бы не вы двое, на нас бы снова смотрели свысока, его мастерство владения мечом было не на очень высоком уровне, и он едва смог поднять 2 каменных меча, поэтому, естественно, не был выбран, но у него был довольно легкий характер, и он не был огорчен этим. «Мне просто повезло», — ответил Цилян с улыбкой. Остальные пришедшие старейшины поздравили 5 избранных, а затем быстро ушли, оставив в зале только Сюншаня и 10 выбранных старейшин. На лице Сюншаня появилось довольное выражение при виде 10 человек, стоящих перед ним, и он уже собирался что-то сказать, когда в далеком небе внезапно появилась полоса черного света. Она приближалась, как черная молния, и в мгновение ока оказалась прямо над всеми под оглушительный раскат грома. Полоса черного света рухнула на тренировочную площадку, заставив всю область слегка содрогнуться, после чего появился мужчина в фиолетовом одеянии. Мужчина не был уродливым, но все его тело было угольно-черного цвета, словно закопченное. Он был более чем в 2 раза выше среднего человека, его руки были толщиной с талию обычного человека, а кулаки — размером с умывальники. Все его тело состояло из толстых мышечных жгутов, напоминающих черную сталь, из-за чего его фиолетовое одеяние вздувалось во многих местах. «Брат Мо, это моя пещерная резиденция, а не твой дворец бессмертного происхождения. Тебе не кажется, что немного неуместно вот так врываться?» Холодным голосом спросил Сюншань. «Мои извинения, брат Сюн. Я слышал, что ты собираешь культиваторов меча, чтобы активировать формацию, поэтому сразу же пришел сюда», — усмехнулся мужчина в фиолетовом одеянии, и его голос был таким громким и пронзительным, что Хань Ли и остальные почувствовали, как у них слегка зазвенело в ушах. Несмотря на то, что он извинялся, в его выражении лица и тоне голоса не было ни малейшего намека на раскаяние. Сюншань холодно фыркнул и не стал развивать эту тему дальше. «Кстати, почему ты не сказал мне, что собираешься использовать эту формацию меча, брат Сюн? Согласно нашему соглашению, я одолжил тебе эти вещи под обещание, что буду присутствовать, когда ты будешь совершенствовать свое связанное сокровище. Ты планируешь нарушить наше соглашение, брат Сюн?» — спросил мужчина в фиолетовом одеянии. «Мне нужно было тебя информировать. Ты знаешь все, что происходит на моем пике небесного меча, как свои 5 пальцев», — холодным голосом ответил Сюншань. «Ты, конечно, шутишь, брат Сюн», — усмехнулся мужчина в фиолетовом одеянии. «Брат ли, это старейшина Мосе из Дворца Бессмертного Происхождения. Говорят, что он баллотировался на пост заместителя лорда Да 10 тысяч лет назад, а потерпев неудачу, ушел в закрытую медитацию почти на 10 тысяч лет, став гораздо сильнее, чем прежде. Я слышал, что он очень близок к достижению поздней стадии истинного бессмертного», — сообщил Цилян. Хань Ли слегка кивнул в ответ. Услышав, как Сюншань назвал мужчину в фиолетовом одеянии братом Мо, Хань Ли уже догадался, что это старейшина Мосе. «Похоже, это культиваторы меча, которых ты собрал, чтобы помочь тебе. ТСК, они не очень-то впечатляют. Надеюсь, они справятся», — сказал Мосе, снисходительно глядя на Хань Ли и остальных. «Это не твое дело. Пошли». Холодно фыркнул Сюншань, а затем улетел вдаль полосой золотого света. Хань Ли и остальные быстро последовали за ним, а Мосе также взмыл в воздух полосой черного света. Вскоре после ухода Сюншаня и остальных на площади в упорядоченном порядке появилась группа слуг пика небесного меча в белых одеяниях. Все они были на стадии формирования ядра и быстро принялись уносить каменные мечи. Эти каменные мечи были не только очень трудно контролировать, но и чрезвычайно тяжелыми, и чтобы поднять один из них, требовалось около дюжины культиваторов стадии формирования ядра. Как раз когда эти люди начали поднимать 4-й каменный меч, один из них внезапно вскрикнул от удивления, сразу же привлекая всеобщее внимание. Что случилось, старший боевой брат Ван? Посмотрите на нижнюю часть этого меча. Глава 208. Гробница небесного меча. Услышав это, все культиваторы стадии формирования ядра повернулись, чтобы осмотреть нижнюю часть 4-го каменного меча, и их встретило странное зрелище. На нижней стороне меча появилась маленькая строка текста. Здесь был культиватор меча номер 1 Небесного Юга. По-видимому, кто-то насильно выгравировал эту строку текста на поверхности меча, и каждый штрих напоминал острый меч. Что произошло? Я не думаю, что эта строка текста была здесь раньше. Может быть, это сделал один из старейшин внутренней секты, которые только что прошли испытание, это невозможно. Заместитель лорда Да Сюн однажды сказал, что эти каменные мечи не обладают никакой наступательной силой, но они тверды, как бессмертные сокровища. Тогда кто мог это сделать? Неважно, просто запомните, что никогда никому об этом не говорите и делайте вид, что ничего здесь не видели. Если заместитель лорда Да Сюн узнает об этом, у нас у всех будут большие неприятности, конечно. Ты прав, мы должны держать это в секрете. Кстати, что это за место такое, Небесный Юг? Кто знает?
Наверное, какое-то незначительное место в глуши, разговоры продолжались, пока группа культиваторов в стадии формирования ядра уносила 4-й каменный меч с площади. Тем временем Сюншань и остальные спустились к подножию пика Небесного меча, где они парили в воздухе перед золотой горной стеной. С шелестом рукавов Сюншань выпустил 4 полосы золотой меча, которые на мгновение закружились в воздухе, прежде чем исчезнуть в определенном участке горной стены впереди. Сначала горная стена оставалась совершенно неподвижной, и казалось, что 2 полосы золотой меча просто исчезли. Однако в следующее мгновение с поверхности горной стены начал исходить яркий золотой свет, и бесчисленные золотые руны вырвались наружу, переплетаясь в воздухе и образуя странную диаграмму, напоминающую формацию меча. Участок горной стены, охваченный золотым светом, постепенно стал полупрозрачным, и Мосе усмехнулся. Так вот он, вход в твою знаменитую гробницу Небесного меча. Какое захватывающее зрелище! Сюншань сохранял торжественное выражение лица и ничего не ответил Мосе, взмахнув рукавами и читая заклинание. И еще больше полос золотой меча вылетело из его рукава, прежде чем исчезнуть в формации меча, делая ее все более и более четкой. Хань Ли с интригующим выражением лица рассматривал формацию меча перед собой, и сквозь нее он видел, как на горной стене медленно формируется черный проход. Тем временем на лице Целяна появился намек на волнение. «Ты выглядишь очень взволнованным, брат Ци», — заметил Хань Ли голосовой передачей. «Ты недавно присоединился к нашей секте, поэтому неудивительно, что ты не слышал о гробнице Небесного меча. Заместитель лорда Дао Сюн — известный коллекционер мечей в нашей секте, и говорят, что он собрал бесчисленное множество могущественных мечей в этой гробнице Небесного меча, что делает ее чрезвычайно известным местом. Однако это также чрезвычайно таинственное место, и в секте почти никто не имел возможности его увидеть. Я и не думал, что он сегодня возьмет нас в гробницу Небесного меча. Похоже, он намерен усовершенствовать там какое-то сокровище», — объяснил Целян. «Понятно», — ответил Хань Ли, задумчиво кивнув, и ему тоже стало довольно интересно. К этому моменту Сюншань уже достиг финальной стадии своего заклинания, и золотой свет, исходящий от горной стены, становился все ярче, постепенно образуя толстый золотой барьер света с бесчисленными рунами, мерцающими на его поверхности. Раздалась серия глухих ударов, и на золотом барьере света в круговом порядке появились 7 углублений. Сюншань резко прекратил пение и взмахнул рукавом, выпустив 7 шаров белого света, в которых находились 7 золотых предметов в форме полумесяца, похожих на талисманы. 7 золотых талисманов пролетели по воздуху, прежде чем по его велению идеально вписались в углубление на световом барьере. Бесчисленные руны начали вырываться из золотого барьера света, который постепенно становился тоньше по мере продолжения потока рун и, наконец, полностью исчез через 15 минут. Открылся черный проход, и было неясно, куда он ведет. Также невозможно было исследовать то, что лежало за входом, с помощью духовного чувства, поскольку присутствовало какое-то ограничение на восприятие. «Заходите», — сказал Сюншань, прежде чем войти в проход, за ним последовали Мосе и все остальные. Как только все вошли в проход, по горной стене пробежала вспышка золотого света, и вход в проход снова закрылся. Темный проход был довольно длинным, и все добрались до конца только через 15 минут ходьбы. В конце прохода были гигантские лазурные каменные врата, довольно старинные на вид, с бесчисленными рунами, выгравированными на их поверхности. Сюншань достал значок и слегка помахал ему лазурных каменных врат, и на поверхности врат мгновенно появился слой лазурного света, словно они проснулись после долгого сна. Лазурный свет на мгновение исказился, а затем образовал формацию, которая была еще более сложной, чем та, что была на горной стене снаружи. Сразу же после этого Сюншань взмахнул рукавом, и 9 маленьких лазурных мечей один за другим вылетели наружу, прежде чем вонзиться в 9 разных частей каменных врат. Формация на поверхности каменных врат на мгновение вспыхнула, а затем постепенно исчезла, и врата медленно распахнулись. Как раз в этот момент изнутри вырвалась невероятно яркая вспышка света, и это произошло так внезапно, что все снаружи рефлекторно закрыли глаза. Когда вспышка ослепительного света охватила всех, они мгновенно исчезли с прохода, и к тому времени, когда Хань Ли снова открыл глаза, он услышал звук завывающего ветра, дующего мимо его ушей. Казалось, будто все пространство наполнено бесчисленными порывами могущественного намерения меча, которое устремляется к нему со всех сторон. Опомнившись, он осмотрелся и обнаружил, что стоит на обширном лугу. Луг был усеян могилами в форме купола, в каждую из которых был воткнут летающий меч, и всего присутствовало более 1000 летающих мечей. Между бесчисленными могилами были разбросаны 10 массивных черных каменных столбов, каждый из которых был отделен сотнями километров, разделяя всю гробницу Небесного меча на 10 секций. Кроме того, в каждой секции было размещено 3 команды культиваторов, каждая из которых состояла из лидера стадии Великого Вознесения и 9 культиваторов стадии интеграции тела, что составляло в общей сложности 300 культиваторов. Хань Ли обвел взглядом луг, и на его лице появилось лишь легкое удивление, но на самом деле он был поражен увиденным.
Среди летающих мечей, воткнутых в могилы, некоторые были тонкими, как ветви ивы, некоторые — широкими, как ворота дворца, некоторые испускали ледяную ци, которая заморозила всю траву в радиусе нескольких сотен метров, а некоторые горели палящим пламенем, которое опаляло землю вокруг них. Каждый летающий меч слегка раскачивался из стороны в сторону, издавая слабый звенящий звук, и удивительная ци меча устремлялась прямо в небеса, разрезая все облака вверху на тонкие ленты. Были также некоторые летающие мечи, которые время от времени начинали сильно дрожать, издавая пронзительный визг, пытаясь вырваться из своих могил. Всякий раз, когда это происходило, культиваторы, находившиеся поблизости, немедленно складывали серию ручных печатей, чтобы подавить волнение. Однако на лугу было так много летающих мечей, что как только один летающий меч был усмирен, начинал сопротивляться другой, а некоторым даже удавалось полностью вырваться из своих могил, поэтому присутствующие культиваторы постоянно были начеку. Однако эти культиваторы, похоже, уже привыкли к этому и могли выполнять свои обязанности спокойно и упорядоченно. Каждый из этих летающих мечей был исключительным сокровищем, ради которого культиватор стадии интеграции тела или даже стадии Великого Вознесения пожертвовал бы всем своим имуществом, а некоторые из лучших летающих мечей в этой гробнице были бы чрезвычайно привлекательны даже для культиваторов стадии истинного бессмертного. Такое удивительное собрание летающих мечей, собранных в одном месте, могло шокировать любого, поскольку это было уже не то, что можно было приобрести только за счет богатства. Все присутствующие культиваторы стадии истинного бессмертного имели летающие мечи в качестве своих связанных сокровищ и были чрезвычайно искусны во владении мечом, поэтому они были еще больше поражены этим экстраординарным зрелищем. Жжу Фэн неохотно отвел взгляд от огромного количества летающих мечей вокруг него, повернулся к Сюншаню с восхищенным выражением лица и похвалил: «Я всегда слышал, что гробница небесного меча заместителя лорда Дао Сюн — это необыкновенное место, но даже все слухи, которые я слышал, не могут передать всей его справедливости. Я действительно смирен перед тем, что увидел сегодня. В его словах был элемент лести, но никто не счёл это чрезмерной угодливостью, поскольку все думали о том же. Я потратил много времени и сил за последние десятки тысяч лет, чтобы собрать эти мечи, и должен сказать, что собрать 1080 летающих мечей, необходимых для формирования этой формации меча, было непростой задачей», — ответил Сюншань, и в его глазах промелькнул намек на гордость. Однако Хань Ли вообще не слушал этот разговор, поскольку его взгляд был пристально устремлен на северо-западное направление гробницы Небесного Меча. Это было связано с тем, что в том районе находилось 72 могилы, в каждую из которых был воткнут зеленый летающий меч. Все зеленые летающие мечи непрерывно дрожали, и по ним пробегали тонкие дуги золотой молнии, словно они пытались вырваться из своих могил. Эти 72 зеленых летающих меча были ничем иным, как зелеными бамбуковыми мечами облачного роя, которые искал Хань Ли. Летающие мечи, казалось, почувствовали присутствие Хань Ли и начали сопротивляться еще яростнее, испуская ослепительные дуги молнии. Зрачки Хань Ли слегка сузились, когда он увидел это, и его первым инстинктом, естественно, было забрать свои летающие мечи. Однако он никак не мог просто попросить их у Сюншаня, а попытка забрать их силой была бы равносильна самоубийству. Понимая это, он немедленно подавил свое жгучее желание вернуть свои летающие мечи, прервав духовную связь между собой и зелеными бамбуковыми мечами облачного роя. Глава 209. Формация сбора духовной энергии 1000 клинков. С разрывом духовной связи молнии, сверкающие на зеленых бамбуковых мечах облачного роя, тут же исчезли. Однако по какой-то причине они все еще непрерывно бились, словно пытаясь освободиться из своих могил. 3 команды культиваторов, находившиеся в этом районе, немедленно пришли в движение, увидев это, и наложили серию ручных печатей на могилы зеленых бамбуковых мечей облачного роя, которые тут же начали светиться лазурным светом, высвобождая потоки огромной ограничительной силы. Даже несмотря на это, они все еще не могли полностью подавить сопротивление зеленых бамбуковых мечей облачного роя, и несколько из них все еще яростно бились, словно пытаясь вырваться на свободу. Что происходит, старший боевой брат Ефэн? Эти летающие мечи всегда так делают время от времени, но их никогда не было так трудно сдерживать, задумчиво произнес мужчина с фиолетовыми волосами с озадаченным выражением лица. Рядом с ним сидел смуглый молодой человек, который ничего не ответил, но встал с земли и подошел к летающим мечам, затем сложил ручную печать и поднял руки в воздух. Несколько черных камней размером с ладонь мгновенно взлетели в воздух, а затем закружились по плавным дугам, прежде чем с безошибочной точностью приземлиться на могилы, в которые были воткнуты летающие мечи. Поверхность этих камней была довольно грубой, и они испускали слабое черное свечение. Они казались довольно обычными, но на самом деле это были камни сдерживания мечей, особый вид материала, который мог временно подавить духовную природу летающих мечей. Когда камни сдерживания мечей опустились сверху, могилы начали светиться все ярче и ярче, а сопротивление летающих мечей начало ослабевать, и дуги молний, пробегающие по ним, также и исчезли. Как и в случае с камнями сдерживания мечей, в этих невзрачных могилах было нечто большее, чем казалось на первый взгляд.
Они не только могли питать летающие мечи, которые они удерживали, гарантируя, что их духовная природа не исчезнет без заботы их прежних владельцев, но и ограничивали мечи, не давая им улететь. Как только все зеленые бамбуковые мечи облачного роя успокоились, Ефен вернулся на свое прежнее место и снова сел. Увидев это, мужчина с фиолетовыми волосами мог только внутренне вздохнуть. Ефен был одной из самых ярких восходящих звезд в секте, но по какой-то причине в один прекрасный день несколько лет назад его личность резко изменилась. Он стал чрезвычайно тихим, и его быстро развивающаяся база совершенствования также затормозилась к большому неудовольствию старейшины Мосе. Пока эти мысли проносились в голове мужчины с фиолетовыми волосами, к нему подошел кто-то еще и сказал: «Это последний день, когда мы дежурим в этой гробнице Небесного Меча. С завтрашнего дня нам будет трудно найти миссии, которые были бы такими же безопасными и легкими в выполнении, принося при этом стабильные очки заслуг каждый месяц. А разве ты в прошлый раз не жаловался, что это самая скучная миссия, на которой ты когда-либо был?» Усмехнулся мужчина с фиолетовыми волосами. Тем временем у входа в гробницу Хань Ли разорвал свою духовную связь с зелеными бамбуковыми мечами облачного роя, но его внимание все еще было приковано к ним. Заметив, что Ефен один из тех, кто присматривает за мечами здесь, одна из загадок, которая мучила его все это время, была решена. Когда он впервые прибыл в горный хребет колокольного звона, был случай, когда ауры Даосасе и зеленых бамбуковых мечей облачного роя были одновременно прерваны. В результате он предположил, что они вместе, и был очень разочарован, когда вернул Даосасе, но зеленые бамбуковые мечи облачного роя так и не нашлись. Должно быть, Ефен просто оказался на дежурстве в гробнице мечей в тот день и, активировав ограничивающую формацию здесь, ауры Даосасе и зеленых бамбуковых мечей облачного роя были одновременно скрыты, что и привело к этому заблуждению. «Теперь я расскажу вам о миссии, ради которой я собрал вас здесь», — сказал Сюншань, обводя всех взглядом. Все старейшины стадии истинного бессмертного, включая Мосе, тут же замолчали, чтобы послушать, что скажет Сюншань. Формация, которую вы видите сейчас, называется формация сбора духовной энергии тысячи клинков. С помощью этой формации я могу стереть метки предыдущих владельцев, оставленные на всех летающих мечах в гробнице Небесного Меча, и преобразовать их в чистую эссенцию меча. Моя цель — влить всю эту эссенцию меча в мой связанный летающий меч, объявил Сюншань. Все были ошеломлены этим заявлением. Если бы действительно было возможно собрать всю эссенцию меча из этих исключительных летающих мечей и влить ее в один летающий меч, то была бы очень большая вероятность, что получивший ее летающий меч стал бы приобретенным бессмертным сокровищем невообразимой силы. Как вы, наверное, уже догадались, помимо платформы для подношения мечей в центре, это место разделено на 10 зон. Мне нужен один из вас в каждой зоне, чтобы контролировать летающие мечи там и помочь мне стереть метки в этих летающих мечах и преобразовать их в эссенцию меча, продолжил Сюншань. Услышав это, все тут же начали осматриваться, словно решая, какую зону они хотят занять. Хань Ли делал то же самое, размышляя над тем, что только что сказал Сюншань, пытаясь извлечь из его слов полезную информацию. Могилы в гробнице мечей казались расположенными случайным и беспорядочным образом, но на самом деле в них был четкий порядок. Например, летающие мечи с похожим намерением меча или происходящие из одного и того же источника часто размещались в одной зоне, в то время как летающие мечи с конфликтующими намерениями меча разделялись по разным зонам. В центре каждой зоны находился черный каменный столб толщиной более 9 метров и высотой более 30 метров. Это были ядра формации каждой зоны, и в каждый каменный столб было встроено около дюжины камней бессмертного происхождения размером с Лондон. Уже одна эта впечатляющая коллекция камней бессмертного происхождения была потрясающим зрелищем для всех присутствующих старейшин стадии истинного бессмертного. Если ты спрашиваешь меня, то тебе следовало заранее стереть метки первоначальных владельцев летающих мечей. Разве это не сделало бы все намного удобнее? Спросил Мосе. Ты ничего не понимаешь. Как только метка будет стерта с летающего меча, он потеряет большую часть своей духовной природы, а то немногое, что останется, будет продолжать утекать со временем. Только стерев метки во время процесса усовершенствования, я смогу в наибольшей степени сохранить их первоначальную духовную природу и силу, холодно фыркнул Сюншань. Понятно, я просветился, ответил Мосе с небрежной улыбкой. Сюншань не стал тратить время на разговоры и взмахом запястья вызвал мерцающий золотой летающий меч. Меч был длиной более 90 сантиметров и шириной около 5 сантиметров. Он был полностью золотого цвета и испускал несравненно острое намерение меча. На конце рукояти меча находился устрашающего вида древний зверь с широко открытой пастью, а его глаза испускали острый блеск, словно это было настоящее живое существо. Все лишь мельком взглянули на меч, а затем отвернулись, словно почувствовав, что свет, исходящий от меча, слишком резок для их глаз, чтобы смотреть на него, не причинив себе вреда. Как и ожидалось от твоего связанного летающего меча, товарищ Даос Сюн. После нескольких лет подготовки он стал еще более грозным, чем прежде.
Как только его усовершенствование будет завершено, я уверен, что ты сможешь использовать его, чтобы достичь стадии золотого бессмертного после еще нескольких столетий закрытой медитации, похвалил Мосе, и его глаза загорелись изумлением. Благодарю тебя за доброе слово, товарищ Даос Мо. После того, как Сюн Шань вызвал свой связанный летающий меч, его аура стала еще более грозной, чем прежде. Он издал долгий рык, когда поднялся в воздух вместе со своим мечом, а затем несколько раз пронесся по небу, словно молния, прежде чем оказаться на платформе для подношения мечей в центре луга. Платформа имела радиус 108 метров и высоту 216 метров. Она была полностью построена из сверкающего и полупрозрачного материала, похожего на нефрит, и на ней были выгравированы всевозможные сложные узоры формации, а также множество неизвестных духовных камней, встроенных в ее поверхность, которые соединялись вместе, образуя массивную формацию, охватывающую всю платформу. Я готовился к этому дню десятки тысяч лет. Если все пойдет хорошо, все мы будем счастливы, но позвольте мне прояснить, если кто-нибудь из вас подведет в критический момент, не вините меня за то, что я потом обращусь против вас, сказал Сюн Шань Хань Ли и остальным. Будьте уверены, заместитель лорда Да Сюн, я сделаю все, что в моих силах, чтобы все прошло гладко, поклялся Джу Фэн, сложив кулак в приветствии. Несколько других местных старейшин быстро последовали его примеру и дали аналогичное обещание, в то время как Хань Ли и пришедшие старейшины кивнули в ответ. Занимайте свои позиции. С этим заявлением Сюн Шаня Хань Ли и остальные старейшины взлетели в воздух, прежде чем устремиться к разным частям луга. Хань Ли немедленно полетел на северо-запад полосой лазурного света, но на полпути своего полета он внезапно резко остановился. В тот же миг мимо него пролетел Чжу Фэн, насмешливо фыркнув и глядя на Хань Ли уголком глаза. Затем он влетел в зону, где находились зеленые бамбуковые мечи облачного роя, и опустился к черному каменному столбу в этой зоне. Глаза Хань Ли слегка сузились, увидев это, после чего он повернулся и полетел к зоне на юго-западе. Эти зоны были разделены не очень равномерно, и не все зоны имели правильную форму. Кроме того, количество летающих мечей в каждой зоне также различалось. В одних было всего несколько десятков мечей, а в других — более 100. Зона, где находились зеленые бамбуковые мечи облачного роя, была предназначена только для набора из 72 мечей. Если бы нужно было описать, какую именно форму имеет формация сбора духовной энергии 1000 клинков, то ее можно было бы сравнить только с бутоном цветка, который вот-вот распустится. Платформа для подношения мечей в центре зоны была похожа на тычинку цветка, а 10 зон — на лепестки вокруг тычинки. После того, как все заняли свои позиции, Сюн Шань сложил ладони перед собой, прежде чем сделать ручную печать, и золотой летающий меч, парящий перед ним, тут же начал излучать ослепительный золотой свет. Затем он начал читать заклинание, и, казалось, в гробнице мечей была какая-то странная сила, резонирующая с его заклинанием, издавая звук, похожий на небесную музыку, раздающуюся по всему небу. В то же время платформа для подношения мечей под ним также начала ярко светиться, как и формация на платформе. С платформы раздался громкий грохот, и из ее центра начал медленно подниматься белый нефритовый алтарь со сторонами около 90 сантиметров каждая. Алтарь был покрыт рунами, а в его центре находилось черное отверстие, идеально совпадающее по ширине с мечом. Глава 210. Танец хаотичных мечей. Сюн Шань продолжал читать заклинание, двумя руками взялся за рукоять золотого меча и медленно погрузил его в отверстие на белом нефритовом алтаре. Раздался скрежещущий звук, и как только меч был погружен в алтарь, вся платформа для подношения мечей мгновенно сильно задрожала, после чего с ее поверхности поднялся ослепительный столб белого света и устремился прямо в небеса. В то же время камни бессмертного происхождения, встроенные в черные каменные столбы во всех 10 зонах, начали ярко светиться, высвобождая потоки обильной духовной энергии, которая, подобно воде, текла в узоры на каменных столбах. 10 черных каменных столбов задрожали в унисон, а затем выпустили столбы ослепительного черного света, которые взметнулись высоко в небо. Обрывки облаков в небе были еще больше рассеяны этими столбами света, и вверху появился серый барьер света, видимый даже невооруженным глазом, охватывающий всю гробницу мечей, словно перевернутая чаша. В глазах Сюн Шаня появился намек на волнение, и его тихое пение внезапно стало значительно громче, раздаваясь, как раскаты грома в небесах. Внезапно серый барьер света начал вспыхивать золотым светом, образуя серию золотых нитей, которые соединялись друг с другом и непрерывно колебались. В то же время по всей гробнице мечей раздался жужжащий звук, похожий на хлопанье крыльев ос, и этот звук становился все громче и громче. Хань Ли осмотрелся и обнаружил, что все летающие мечи в зоне, где он находился, начали яростно раскачиваться в унисон, словно изо всех сил пытаясь освободиться из своих могил. Из-за того, что они так быстро раскачивались из стороны в сторону, над их могилами оставались остаточные изображения в форме сектора. Благодаря своей духовной связи с зелеными бамбуковыми мечами облачного роя Хань Ли мог чувствовать сильный страх, который разделяли все остальные летающие мечи.
казалось, что все мечи в гробнице мечей были в ужасе и хотели покинуть это место. Он невольно вспомнил, как выращивал те золотые молниеносные бамбуковые деревья в царстве смертных и как кропотливо усовершенствовал те 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя. В его сердце возникло неописуемое чувство, когда эти мысли промелькнули в его голове. На его долгом пути совершенствования до сих пор зеленые бамбуковые мечи облачного роя были сокровищами, которые были с ним дольше всех, кроме флакона, контролирующего небеса, пережив вместе с ним бесчисленные ситуации жизни и смерти. В этот момент эти летающие мечи, связанные с его душой, должны были быть стерты, а их эссенция меча извлечена, и Хань Ли отчаянно хотел спасти их. Он больше всего на свете хотел спасти свои мечи и бежать, но это было невозможно. Зеленые бамбуковые мечи облачного роя, казалось, почувствовали его отчаяние и зазвенели еще громче, словно набираясь решимости что-то сделать. Благодаря их духовной связи Хань Ли мог почувствовать решение, которое они приняли. Если Хань Ли не сможет спасти их, то они предпочтут самоуничтожиться, чем позволить стереть свои метки и быть интегрированными в другой меч. Как раз в этот момент в небе внезапно раздался слабый жужжащий звук. Хань Ли тут же поднял голову и обнаружил, что все золотые линии на сером барьере света в небе замерли и образовали бесчисленное множество золотых образов мечей. Эти мечи были разных форм и видов, одни прямые, как стрелы, другие — с изогнутыми лезвиями, напоминающими древних правителей, а третьи — в форме острых шипов. Их размеры также сильно различались. Некоторые были размером в несколько тысяч метров, напоминая массивные лодки, в то время как другие — всего около 2,5 см в длину, больше похожие на иглу, чем на меч. Благодаря своему исключительному зрению Хань Ли смог разглядеть, что даже на самых маленьких из этих мечей был нанесен полный набор рун, и не было никаких видимых несовершенств. Когда появилась гигантская формация меча, ци меча во всей гробнице небесного меча возросла в несколько десятков раз по сравнению с первоначальным объемом, и вся трава на земле была мгновенно разорвана в клочья, а в воздухе распространилась острая аура. Выражения лиц Хань Ли и остальных старейшин внутренней секты, стоящих на черных каменных столбах, слегка изменились, увидев это. 3 команды, находившиеся в каждой зоне, также наблюдали с торжественными выражениями лиц, оставаясь совершенно неподвижными на месте, не смея даже пошевелиться, опасаясь, что их разорвет на части ци меча, которая бурлила вокруг них. Внезапно в сердце Хань Ли возникло смутное ощущение. Почему-то ему показалось, что то, что он видит в этот момент, довольно знакомо ему. Как раз в этот момент все старейшины, смотревшие на формацию меча вверху, одновременно издали приглушенный стон, словно их ударили невидимым ударом, и все они были вынуждены отвести взгляд. Даже Мосе смог смотреть на формацию меча менее 20 секунд, прежде чем был вынужден отвернуться из-за резкой, невыносимой боли в сознании. Хань Ли тоже испытывал то же самое, но благодаря своему огромному духовному чувству он смог продолжить осмотр формации без боли, моргнув пару раз. Как раз в этот момент в головах у всех внезапно раздался голос Сюншаня. Ци меча, содержащаяся в этой формации сбора духовной энергии 1000 клинков, довольно вредна для духовного чувства, поэтому я советую вам не смотреть на нее слишком долго. Услышав это, все, естественно, отвели взгляд, не смея больше пытаться разгадать секреты, которые таила в себе формация меча. Напротив, в глазах Хань Ли, услышав это, внезапно появилось просветление. В той бессмертной обители в огромной ледяной области он однажды получил свиток мириады мечей, и аура и перестановки формации меча на том свитке были очень похожи на формацию меча, которую он видел в этот момент. Были даже некоторые части изображения мириады мечей, которые были еще более глубокими, чем эта формация. Он был очень рад, осознав это, и поспешно начал внимательно осматривать формацию меча вверху. Через некоторое время Сюн Шань внезапно издал громоподобный рык с платформы для подношения мечей, заставив весь луг содрогнуться. Сразу же после этого раздалась серия тресков и хлопков, когда могилы на лугу начали взрываться одна за другой. В результате все летающие мечи во всей гробнице мечей были освобождены и начали дико летать во всех направлениях, пытаясь вырваться из гробницы, в которой они были так долго заточены. 30 команд, дислоцированных в гробнице мечей, немедленно пришли в движение, высвобождая различные способности, чтобы контролировать летающие мечи. В восточной части луга летающий меч, полностью охваченный палящим пламенем, летел прямо к небесам, оставляя за собой такой обжигающий след, что окружающий воздух непрерывно потрескивал. 3 команды в этом районе немедленно начали читать заклинания в унисон, вызывая под руководством 3 культиваторов стадии Великого Вознесения огромного водяного дракона, с помощью которого они смогли быстро вернуть огненный меч. В южной части луга находился гигантский желтый меч шириной около 90 см и длиной 5,5 метра. Меч испускал землисто-желтое сияние и вместо того, чтобы взлететь в небеса, как другие летающие мечи, направил свой кончик в землю, а затем начал быстро вращаться на месте, пытаясь зарыться в землю. 3 команды, дислоцированные там, были уже готовы к этому, и благодаря их совместным усилиям земля в этом районе уже приобрела темно-лазурный цвет и стала твердой, как камень, поэтому, сколько бы гигантский меч не пытался просверлить землю, он мог лишь тщетно поднимать сноп искр.
После того, как 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя Хань Ли были освобождены, они немедленно собрались вместе, как рой пчел с золотой молнией, сверкающей вокруг них, и быстро направились в сторону Хань Ли. Однако из-за того, что мечи летали повсюду, было невозможно распознать намерения зеленых бамбуковых мечей облачного роя, если только не обращать на них особое внимание. «Остановите эти мечи!» Тут же приказал Чжу Фэн, увидев это. 3 команды, находившиеся в этой зоне, немедленно пришли в движение, высвобождая свои способности и используя духовную ци вокруг себя, чтобы сформировать массивную клетку из полос лазурной духовной ци, которая начала опускаться на зеленые бамбуковые мечи облачного роя. Мечи успели пролететь менее 10 километров, прежде чем их остановила лазурная клетка. В воздухе сверкнула молния, когда все 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя начали светиться ослепительным золотым светом, высвобождая бесчисленные дуги золотой молнии, которые разорвали лазурную клетку в клочья. Благодаря своей духовной связи Хань Ли мог чувствовать, что в зеленых бамбуковых мечах облачного роя был намек на ярость, когда они высвободили свою божественную молнию, уничтожающую демонов, но в этот момент он ничего не мог сделать, кроме как подражать другим старейшинам и сдерживать летающие мечи в своей зоне. «Бесполезные идиоты!» — выплюнул Чжу Фэн, с презрением глядя на происходящее. Затем он сделал хватательный жест, и из воздуха появились несколько массивных меток, окутавших зеленые бамбуковые мечи облачного роя, прежде чем насильно оттащить их назад. Сюн Шань, казалось, уже предвидел эту ответную реакцию мечей и лишь несколько раз взглянул на разворачивающуюся ситуацию, прежде чем больше не обращать на нее внимания. Вскоре большинство летающих мечей были один за другим усмирены, но некоторые из них все еще не желали подчиняться, постоянно пытаясь вылететь из гробницы мечей, в то время как другие могли летать только на небольших ограниченных участках, снова и снова сталкиваясь друг с другом под аккомпанемент непрерывного лязга. Хань Ли контролировал летающие мечи в своей зоне, одновременно вспоминая изображение мириады мечей из прошлого. Благодаря своему опыту изучения изображения мириады мечей, он смог очень быстро продвинуться в своем исследовании формации меча вверху и быстро сделал несколько важных наблюдений. Однако ему еще далеко до полного понимания ее. Как раз в этот момент Сюн Шань внезапно прекратил пение, а затем резко взмыл в воздух и полетел на восток. Войдя в зону, где находился Ци Лян, он сделал хватательный жест одной рукой, и в небе появилась массивная проекция золотой ладони, прежде чем сомкнуться вокруг серебряного летающего меча. Серебряный летающий меч немедленно начал изо всех сил сопротивляться, а из его лезвия, подобно текущей воде, вырвалось яркое серебряное сияние. Затем он превратился в сотни серебряных проекций меча, которые разлетелись во всех направлениях, пытаясь прорваться сквозь проекцию золотой ладони, но их усилия оказались совершенно тщетными. Сюн Шань поднял другую руку и сложил ее, как лезвие, проявив в воздухе еще одну проекцию золотой ладони, прежде чем провести ею по серебряному летающему мечу. Серебряный меч сильно задрожал, когда на его поверхности появился слой полупрозрачного света, который сантиметр за сантиметром снимался второй проекцией золотой ладони. По мере того, как этот процесс продолжался, серебряный меч превращался в полупрозрачный летающий меч, словно он стал духовным мечом, и послушно парил в воздухе, больше не проявляя никакого движения. Друзья, эти главы просто огонь. Испытания с каменными мечами, борьба фракций, и Хань Ли притворяется, что еле-еле поднимает 3 меча. Все думают, что он слабоват. Он в тени, но внутри колоссальная уверенность в своих силах. Но настоящий шок начинается потом. Сюньшань ведет их к гробницу небесного меча, поле с тысячами легендарных мечей. И Хань Ли видит там свои 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя, те самые, что он считал утерянными навсегда. А Сюньшань планирует активировать формацию и уничтожить все 1080 мечей, чтобы влить их эссенцию в свой клинок и создать приобретенное бессмертное сокровище. Мечи Хань Ли чувствуют его присутствие, рвутся к нему, но формация их держит. И через духовную связь он ощущает, они скорее самоуничтожатся, чем станут топливом для чужого оружия. Ситуация патовая, вмешаться открыто самоубийство, бездействовать, потерять мечи навсегда. Вот вопрос, что сделает Хань Ли? Рискнет ли он раскрыть свою силу, чтобы спасти мечи, или найдет какой-то немыслимый ход? Готовлю следующие главы. Увидимся! I won't let you interfere. I'm gonna stop you!